Всем привет, ребята! Наконец-то долгожданное видео про мою грибную ферму и мой первый опыт выращивания грибов-шампиньонов в домашних условиях. Грибы реально выросли, и сейчас я вам их покажу. Я думаю, вы очень удивитесь, так же как и я удивился, когда увидел, что у меня там выросло. Но давайте кратко вспомним, как это все начиналось. Кстати, ребята, а помните вот эти замечательные резинкострелы, пистолет и ружье? Они сделаны из дерева, причем очень качественно, так как будто это ручная работа. И эти игрушки не надоедают. Заряжаешь 5 канцелярских резинок и стреляешь. В комплекте есть мишень. Но можно стрелять по стаканчикам или по любым другим легким мишеням. А ружье вообще очень крутое. Выглядит солидно, как настоящее. Длинноватый тебе не кажется? Время обрезов прошло. Сегодня люди хотят дальнобойности. Перезаряжается как настоящее и стреляет дальше, чем пистолет. Резинкострелы вполне безопасные. Даже если вы случайно попадете в человека, то не причините ему никакого вреда. Но все равно не цельтесь в людей и животных. В общем, по-моему, это идеальная игрушка. Ссылку, где можно купить такие резинкострелы, я оставлю в описании под этим видео. Изначально мне прислали вот такую запакованную коробку по почте. Внутри коробки я нашел инструкцию, пакет с черноземом, и на дне коробки был компост из соломы, в котором уже была посеяна грибница. Но грибница еще недостаточно разрослась, и я, следуя инструкции, накрыл пленкой и оставил дозревать. Через 6 дней я открыл пленку и увидел, что весь компост покрылся как будто белым инеем. Это так разрослась грибница или мицелий гриба. Вообще по-научному это грибница и есть гриб. То есть, по сути, на этом этапе я уже вырастил гриб. Все эти тонкие белые нити и есть один огромный гриб. А то, что мы обычно привыкли называть грибом, это не гриб, а плодовое тело гриба, которое вырастает просто для размножения. Также и в природе. Гриб растет под землей в виде тонких белых нитей. А то, что появляется сверху с ножкой и шляпкой, это плодовые тела гриба, а не сам гриб. Но это так, информация для общего развития. Будем называть все, как мы привыкли. Плодовое тело гриба будем называть просто грибом. Итак, дальше по инструкции я разложил содержимое пакета с черноземом сверху на компост, затем хорошенько побрызгал водой и поставил коробку в ванной на стиралке. Я установил освещение и смартфон, чтобы снять для вас в режиме таймлапс, как же будут расти грибы. Но это была моя ошибка. Из-за того, что я не накрыл компост пленкой, вся влага очень быстро испарялась. Хотя я и обрызгивал водой каждый день, все равно влага испарялась, и поэтому грибы не начинали расти. И это отчетливо видно на таймлапсе, который в итоге у меня получился. Видно, как земля теряет влагу и сжимается. Я наконец-то понял свою ошибку. Накрыл компост пленкой, и буквально через пару дней у меня выросло 2 грибочка. Я так обрадовался, просто капец. А я уже думал, что ничего не получится. Теперь уже можно было снять пленку, и я снова установил смартфон, чтобы заснять для вас, как будут расти грибы в таймлапсе. И вот что у меня в итоге получилось. Смотрите, это просто удивительно. Мы можем наблюдать, как растут грибы. Этот ролик длится всего 10 секунд, а в реальной жизни это происходило целых 3 дня. Но все равно это очень быстро. За 3 дня грибы стали просто огромными. Не зря есть такая пословица: растут быстро, как грибы после дождя. Итак, ребята, смотрите, показываю. Вот они, мои 2 огромных гриба. Посмотрите, какие они реально гигантские. Вот моя ладонь и вот эти 2 гриба. Вообще, конечно, должно было быть много грибов. Но из-за того, что я неправильно увлажнял, а точнее из-за того, что я не накрыл пленкой и влага не сохранилась здесь, выросло всего 2 гриба. Но они супер огромные, гигантские. Смотрите, прям потрескались от своего размера, они прям
потрескались, слушайте. Такие огромные, и я их вырастил сам. Мне прям не верится, ребята. Ну что, удивились? Я же говорил, что вы удивитесь, когда увидите это чудо. Я сам был в шоке, когда увидел, что у меня выросло. Ну что ж, ребята, давайте собирать урожай, так сказать. Такс. По инструкции их нужно не срывать, не срезать, а выворачивать. Ну давайте так и сделаем. Чикс. О, смотрите, какой мухоморище. Вот это да, вот это гребяра, да? Класс. Смотрите, здесь вот такие вот у них перепоночки. И там, по идее, должны развиваться эти споры для размножения. Так, это один гриб. Давайте второй достанем. Так же самое его прокрутим. И вот, ребята, 2 гриба. Класс. Вот это мухоморы, да? Но это, конечно же, не мухоморы, а съедобные грибы-шампиньоны. И, кстати, можно их даже приготовить сейчас прям, например, пожарить. Кстати, кто любит жареные грибы, ставьте лайк, потому что это очень вкусно, и я тоже люблю жареные грибы. Я пошел на кухню и начал готовить свои грибы. Сначала отрезал у них нижние части ножек с землей, затем еще раз удивился их размером и хорошенько вымыл грибы водой. Потом порезал оба грибочка на кубики. Поставил сковородку на плиту и вспомнил, что я не взвесил мой урожай. Поставил его на весы и получилось 260 грамм. Значит, без бумажной тарелки 250 грамм. Неплохо так. 8 таких грибочков и получится килограмм. Затем я высыпал все грибы на сковородку и подлил подсолнечного масла. Конечно же, нужен еще лучок, но у меня его под рукой не оказалось. В конце концов, это же у нас не кулинарное шоу, и я не обязан все идеально готовить, правда? Через 15 минут грибы были уже готовы. Конечно же, они очень ужарились, и их стало просто-таки мало. Но все равно приятно, что я их вырастил сам у себя в квартире. Итак, ребята, пока наши грибы остывают на сковородке, хочу вам сказать одну вещь. Это еще не все. Я прочитал в инструкции, что грибная ферма может давать 2, а то и 3 урожая. Если присмотреться, там видно маленькие такие зародыши, маленькие грибочечки выглядывают. И все белое, прям пронизано грибницей. Здесь не хватает только влаги. Если хорошенько это все увлажнить и как положено вот так вот завернуть пленочкой вот так чуть-чуть, чтобы поступал воздух, но при этом чтобы не испарялась вода, то через какое-то время должны снова вырасти грибы. И в этот раз, я уже думаю, будет не 2 больших гриба, а должно быть много, целая куча. Я уже учел все свои прошлые ошибки и постараюсь их не повторить в этот раз. Так что в будущем ждите еще одно видео про грибную ферму, и я надеюсь, что у нас уже будет супер-мега урожай. Вот такие дела, ребята. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!